горячий бой. Добрый вечер, меня зовут Александр. Я езжу на мотоцикле первый год. Ну, какой первый год? Полтора месяца. Я права получил на мотоцикл буквально 15 апреля. Тоже месяц. Поэтому и владею этим мотоциклом всего лишь месяц. Фееричное ощущение для мальчика второй молодости. Совершенно незабываемое ощущение. И я уверен, что в этом виноват Royal Enfield. У меня Meteor 350. Посоветую друзей. Знаете, была интересная история, когда я выбирал мотоцикл. Очень сейчас не даст, мало мотоциклов достаточно на рынке интересных. И я обратился к подборщику. Такой какой-то известный мужчина по имени Сергей в интернете, он сразу выскочил. Я говорю, какой мотоцикл можно найти мальчику 50 лет, для того, чтобы быть счастливым? Он мне поспрашивал, он говорит, купите новый Royal Enfield и не парьтесь. Говорит, все равно я вам не смогу предложить ничего лучше. Меня зовут Сергей. Конечно, Royal Enfield. Конечно, Супер Meteor. Конечно, 650. Потрясающий мотоцикл для отдыха. На нем просто отдыхаешь. На нем не надо ездить быстро. На нем надо наслаждаться процессом. И смотреть, как растут деревья. Мне ужасно нравится английская прорисовка. И вообще прекрасно 20 века рисованный мотоцикл. Железо. Я несколько раз был в Индии, и мне ужасно хотелось приобрести индийскую технику. Хотелось приобрести индийский автомобиль. Но это было недосягаемо. И вот остановился на индийском мотоцикле. Мечта сбылась. Женя меня зовут. Ровно месяц я им владею. Очень классный мотоцикл, я его покупал здесь, в Петербурге. Причем я увидел его вот в таком цвете и еще в цвете, как стоит напротив. И я очень долго между ними выбирал. Я прям захотел именно его, то есть я его увидел. И я думаю, вау, это мой. Я на него сел, я такой, все, я его хочу. И через 2 дня я его забрал. Это Royal Enfield Meteor 350. Потому что это чертовски стильный мотоцикл, который... да он просто дьявольски хорош. Не знаю, он мне очень нравится. Он мне просто очень понравился с первого взгляда. Это любовь с первого взгляда. Друзья, добрый вечер. Давайте все соберемся перед палаткой Royal Enfield. Познакомимся, пообщаемся, мы расскажем, что будет дальше, проведем небольшой инструктаж и сделаем коллективное фото. Подходите, пожалуйста, все сюда. Поднимите, пожалуйста, руку, кто у нас вообще, кого первый мотоцикл, кто начинающий райдер. О, ничего себе, класс. Прошу обратить внимание, что все, кто у нас начинающий, и вы все едете в начале колонны. Это очень важно, потому что кто первый раз едет, чтобы все прошло максимально комфортно, выстраиваемся за мной. То есть будет у нас ребята, сейчас они расскажут вам, как мы поедем. Будет мотоцикл с желтой мигалкой. Я предлагаю пригласить нашего президента, основателя нашей компании, Артема Беляева. Он хочет вас всех поприветствовать и познакомиться с вами. Друзья, не каждый день мы участвуем в исторических событиях. Сегодня мы участвуем полноценно сами в историческом событии. Первое событие в семье Royal Enfield в России, в Санкт-Петербурге. Поздравляю! Это здорово, что мы здесь сегодня все собрались. Мы долго шли к этому и наконец пришли. Друзья, из погоды нам повезло. В первую очередь мы заботимся о безопасности. Для безопасности, собственно, будет сейчас инструктаж. Колонна движется по одной полосе, как вот она разметка размечена, в 2 ряда. Тут еще очень важно, какую дистанцию соблюдать. Едем очень аккуратно, мы
не гоняем, не дергаемся, там, не резко газ, тормоз, это все не нужно. Так начинается первый выезд Royal Enfield в России. 50 мотоциклов собралось в эту ночь, самую короткую ночь года. Сегодня на Крестовском острове 21 июня 2024 года. Все, поехали! Едем на стрелку. Блин, где мой мотоцикл? Одни Royal Enfield. Круче их еще никто не сделал. Да, это точно. Мотоциклы, красота. Ну, мы, правда, не на Royal Enfield, но тоже с вами, друзья. Вы, наверное, хотите купить себе Royal Enfield? Думаем, второй мотоцикл. Шотган, по-моему, у них есть. Да. Это просто песня. Да. Дальше мы к Смольному едем, потом по Приморскому шоссе в Константин. В Лахту, а потом уже в этот Форт Константин. Андрей, мотоцикл не мой. Мотоцикл моего товарища, но так получилось, что езжу на нем практически только я. Выезжаем редко, буквально там 3-4 раза в сезон. Такой прогулочный прокат для души, для друзей. Показать, прокатить. Ну и, собственно, мотоцикл 2013 года. Bullet Classic 500. Коляску на него делали в Санкт-Петербурге. Мастер по коляскам. Сделал по фотографиям, по чертежу точную копию стандартной коляски его родной. Ну, собственно, и делался как оригинал. Меня зовут Максим, я официальный представитель компании Мотополе, официального дилера Royal Enfield в Санкт-Петербурге. И достаточно приятное впечатление, в принципе, создает Royal Enfield. Он мне очень импонирует как мотоцикл. По качеству, просто мельчайшим деталям, куча всего. Очень нравится подход, который делают производители в этом формате. В общем, и динамика 650-го мотоцикла мне очень понравилась. Но звук мне понравился очень 350-го мотора. То есть такие смешанные чувства. Один мотор дает больше эмоций, больше стиля, второй мотор дает больше драйва, больше таких эмоций, именно динамики. И хочется на нем ездить куда-то далеко и, скажем так, наслаждаться именно поездками. Вот такие эмоции вызвал у меня этот мотоцикл.
Начинает холодать, 2 часа ночи. Начинаем утепляться. Сейчас за городом вообще весело будет. Но мы предупреждали, что будет прохладно. Поэтому сегодня будет боевое крещение, наверное, у многих новичков. Как нужно одеваться в ночные поездки. Меня зовут Александр, моя девушка Ксения. Мы приехали из Москвы специально для этого пробега, участвовать, покататься. С Royal Enfield познакомились совсем недавно, в этом году. До этого у меня были другие мотоциклы. Я решил поменять и поехал на выставку «Мотовесна». Есть предложение. «Мотовесна» была просто завалена китайскими мотоциклами. Мы посидели на всех, все попробовали, все посмотрели. И как только попали на стенд Royal Enfield, увидели Супер Метеор. В общем-то, в этот момент все было решено. Да, даже я как пассажир отметила, что вот только он, и больше никакой другой. После выставки мы сразу поехали к дилеру и все сделали. Очень благодарна вам. В Питере нам нравится. А в белые ночи или нет, это не важно. The sand in the baking sun. Turn and turn the season wheel. Visions of you, time didn't heal. Some restore a memory. Time doesn't matter to me. To me. И снова мы на маяке, как обычно, да, каждый год. Но в этот раз сегодня будет видно солнце наконец-то. И мы скоро его увидим. И это прекрасно. Прохладно в этом году ночью. Все, мы на финише. Форт Константин. Прекрасное место. Вот время 2 часа ночи. Кто-то на парусе идет. Счастливые люди. Скоро рассвет. У нас играет саксофон. Пьем чай и поднимаемся на смотровую. Лицезреть это прекрасное действо природы. Вот и все. Как обычно, все было классно. Прекрасно покатались, 40 мотоциклов, никаких проблем, всем понравилось, все было супер. Спасибо всем, кто приехал. Увидимся в следующем году.